Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. Сегодня 1 августа и начал очень активно созревать сладкий перец. И в теплице, и в открытом грунте. И я начинаю с сегодняшнего дня краткие обзоры. Сладкий перец пимента маур. Среднеспелый. В теплице вытягивается до 40-50 сантиметров. В неполной спелости темно-фиолетового цвета. Потом начинают появляться зеленые цвета. При созревании перец желтеет. И на его фоне появляются вот такие красивые карамельные нотки. Ну а при полном созревании перец становится ярко-желтого цвета. Вот такие большие плоды вырастают. И на ярко-желтом цвете проявляется розовый румянец. Чем больше перчиков формируется на одном растении, тем они меньше по весу. Вот этот куст я формировала. И посмотрите, какие выросли огромные плоды. Очень красивый перчик. Очень сложно от него отвести взгляд. Хочется им любоваться. Форма у перца кубовидная, с втянутым носиком, 4-гранная. Ну и не менее приятно держать такого огромного красавца. Тяжелый. У самого крупного перца вес 292 грамма. Ну а самый маленький перец весом 122 грамма. Толщина стенки у этого красавца от 8 до 10 миллиметров. Очень и очень толстая. А вот семян их практически нет. Очень и очень мало. Жаль. Ну и вкус прекрасный. Сладкий, хрустящий, с ярким ароматом. Сладкий перец пимента маур отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Сладкий перец Ика-Ика. Американская селекция. Перец среднеспелый, среднерослый. В теплице вытягивается примерно до 60 сантиметров. Плоды кубовидной формы. Некоторые встречаются с небольшим, очень маленьким носиком. В неполной спелости плоды зеленого цвета, потом постепенно они приобретают темно-фиолетовый цвет и переходят в лиловый. А вот после лилового цвета набирают оранжево-желтый цвет, как апельсин. И появляется вот такой карамельный налет и малиновые прожилки. Куст очень компактный. Кстати, сорт растет хорошо и в теплице, и в открытом грунте. В открытом грунте Ика-Ика примерно сантиметров 40, но точно такой же урожайный. И к первым числам августа тоже уже полное созревание. Ну а теперь посмотрим, какой средний вес перца. 181 грамм, 119 граммов, от 100 до 180 граммов. Очень красивый сорт, ну просто чудо какое-то. Красавчик. Перцем Ика-Ика можно любоваться просто бесконечно. Знаете, даже жалко его пускать в переработку. Толщина стенки примерно 5-6 миллиметров. Перец очень ароматный. Когда его начинаешь разрезать, великолепно идет аромат. Ну и, конечно же, сладкий, хрустящий и пригоден абсолютно для любых видов переработки, а также для свежих салатов. Сладкий перец Ика-Ика отправляется в нашу коллекцию семян. Сладкий перец Папачелло красный, коллекционный итальянский сорт. Высадила 2 растения, и они себя повели чуть по-разному. Вот здесь такие небольшие гагашарчики. Ярко-малинового цвета, очень и очень красивый. Кустик компактный, примерно 40-50 сантиметров. А вот второй куст высотой уже, ну, примерно 1,20 м, 1,30 м. И внизу завязал огромные кубовидные плоды.
Вот 3 плода кубовидных и 2 плода гагашары. Цвет точно такой же. Сначала подумала, что это пересорт. Но когда стала подниматься по стеблю, вверху сформировался правильный гагашар. Гагашар правильной формы. И дальше точно так же формируются такие же кубовидные плоды, идет цветение, и так на каждом стебле. Это результат нашей уральской погоды. Погода у нас в этом сезоне была, ну, просто сплошные качели. Холод, дожди, тепла практически не было. И вот так перец формой отреагировал на нашу капризную погоду. Ну а когда у нас все стабилизировалось, начал выдавать плоды правильной формы. И одно растение высадила в 5-литровый горшок. Оно себя здесь прекрасно чувствует, дает хороший урожай. То есть этот сорт вполне можно выращивать на балконе, если кто-то лишен своего огорода. И оно очень хорошо плодоносит. Здесь форма правильная, цветет и завязывает новые плоды. Верхушка плода очень красивая, похожая на цветок. 5-6 граней. Вес попачелло красный получился от 50 и до 200 граммов. Толщина стенки 3-4 миллиметра. Мякоть очень сочная, вкусная, хрустящая и сладкая. А, кстати, очень сильный аромат. Сладкий перец попачелло красный отправляется в нашу коллекцию семян. Сладкий перец пимента роя, Южная Америка. Растение среднеспелое, высокорослое, до 1,20 м в теплице. Лист очень крупный и хорошо цветет и завязывает плоды. При созревании плоды темно-зеленого цвета формируются почти в каждом междоузле. Плоды крупные, кубовидно-призмовидной формы. Вот пока созрели только 3 плода. Кожица перчиков очень блестящая. Цвет ярко-рубиновый. И по плечикам может проявляться иногда анта. Но у меня его почти не видно. Перец очень и очень крупный. Толщина стенки у этого гиганта 7-9 миллиметров. У некоторых перчиков есть вот такой небольшой носик. Сладкий перец пимента роя отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Сладкий перец Diamond Pepper. Иногда еще переводят название бриллиантовый перец. Вот такие красивые, гофрированные, морщинистые перчики. Высадила 2 куста. Один уже созрел полностью. Ну а второй перчик еще только набирает свой цвет. Перец среднеспелый. Высота растения в теплице примерно 70 сантиметров. В прошлом сезоне перец выращивала в открытом грунте, но ему там не очень понравилось. Поэтому советую этот перец выращивать в теплице. В начале роста перец темно-зеленого цвета и в дальнейшем начинает краснеть. И потом красный цвет переходит в ярко-малиновый. В некоторых источниках я читала, что этот перец очень распространен в славянских странах. Его ценят за красоту и очень хороший вкус. Толщина стенки 6-7 миллиметров. Вес от 80 до 150 граммов. Перчики очень хрустящие, сочные, сладкие и обладают очень ярким ароматом. Сладкий перец Diamond Pepper отправляется в нашу коллекцию семян. Сладкий сорт перца фиолетовое любовное яблоко. Германия. Очень люблю этот сорт, выращиваю уже не первый год. Эти плоды вырастают из моих семян. Посмотрите, какая это урожайность. Это такая красота. Выращиваю всегда несколько кустов. И ведут себя они абсолютно одинаково. Вот такие огромные-огромные плоды.
Вот эти я просто уже срезала. В открытом грунте растение вырастает примерно до 50-60 сантиметров. Ну а вот в теплице вытянулся до 1,20 м. И вот здесь в теплице находится еще один куст этого сорта. И ведет себя точно так же. Очень и очень урожайный. Бесконечно цветет и закладывает плоды. Сначала плоды фиолетовые. И из фиолетового постепенно краснеют. Вот здесь еще, видите, антоциан сохранился, не полностью созрели. А в полной спелости плоды становятся малиново-красного цвета. Очень и очень насыщенные. Все плоды очень и очень крупные, сочные, сладкие, хрустящие. Могу бесконечно им петь хвалебную песню. Сладкий перец, фиолетовое любовное яблоко. Он уже есть в нашем магазине семян. Но в прошлом сезоне семена закончились очень и очень быстро. Поэтому в этом сезоне я постаралась высадить перец в большом количестве. И семян будет достаточно. Ну а у нас, как всегда, дождь. Просто не прекращается. На этом обзор сегодняшний завершаю. Вас еще ждет очень и очень много интересных сортов. Но об этом в следующих роликах. На этом все. С вами была Елена. Пока-пока.